Пока я тут вяжу новую салфетку, на этой неделе, вот сегодня 18 марта 2024 года, на этой неделе, я думаю, уже выйдет новый мастер-класс здесь на канале YouTube по новой салфетке. Пряжа, конечно, я бы не сказал, что очень удачная, потому что она меланжевая, то есть я ее не покупал, это мне прислала моя подписчица в подарок, мне эту пряжу, она у меня очень долго лежала. Но я думаю, ну чего она будет просто так лежать, уже свяжу я из нее какую-нибудь салфетку. Конечно, проще было бы вязать, если бы она была бы однотонного цвета, но ничего страшного. При желании можно связать и черным цветом. В принципе, она и не такая уж и темная, и будет виден и узор, и рельеф, и петли, как вязать. То есть вот она пока такая, ну издали здесь пока ничего не видно, и она у меня вся еще кривая. А после того, как я ее довяжу, я думаю, это будет сегодня или завтра, может быть, я ее довяжу, я ее заблокирую, и уже полностью весь рельеф и ажур раскроется. Эта пряжа лежала у меня на полке порядка, наверное, 2-3 лет. И ну сколько это может продолжаться, я уже думаю, ну давай уже свяжи что-нибудь. И вот наконец-таки появится новый мастер-класс у меня на канале YouTube, потому что в последнее время я очень долго ничего не выкладывал. Последний мастер-класс, который я выкладывал, это был по шали, узор волнами, но это было уже, наверное, больше месяца назад. Я в конце января, начало февраля летал на недельку отдохнуть в Рио-де-Жанейро. И, естественно, было не до вязания. После Рио-де-Жанейро у меня связался мастер-класс, мой личный, авторский, я его сам придумал, и он платный. Пока он у меня вязался, это все оформление самого мастер-класса занимает очень много времени. Его нужно снять, его нужно оформить в PDF-файл, пошаговое полностью описание, как нужно вязать, перевести его еще нужно на английский язык, поэтому некогда мне было заниматься ютубом. И еще потом начался у меня совместник по этой моей салфетки, сейчас ее покажу. Вот такая салфетка, это мой личный авторский дизайн, то есть я его сам придумал, и соответственно он платный. Если вдруг кого заинтересует, вы можете обратиться ко мне, написав сообщение ВКонтакте. Моя группа ВКонтакте называется точно так же, как и здесь канал в Ютубе, Дуду Крошет, и там уже вы можете со мной связаться и написать мне сообщение. И вот также эта салфетка, только другой пряжи и градиентного окраса. Вот, то есть она уже совершенно по-другому смотрится. Вот такая салфетка. И до этого у меня тоже был платный мастер-класс, который я тоже сам придумал, и по нему тоже было совместное вязание, поэтому не было особо времени заниматься ютубом. Сейчас тоже я вам эту салфетку покажу. Вот так выглядит эта салфетка, вот с такими бутонами. И вторая салфетка у меня точно такая же в розовом цвете. Я из нее сделал ловец снов. Вот, естественно, салфетка была огромная, она у меня не помещалась в эту раму, и мне пришлось распустить несколько рядов здесь последних, чтобы ее сюда поместить. Вот такой ловец снов у меня получился. Ну и также параллельно в перерывах между оформлением мастер-класса, в перерывах между записями видео по этим салфеткам, я, конечно же, хотел немножечко отдохнуть и повязать что-то для себя, чего я только не начинал. И скатерти, и филейное вязание, и другие салфетки, и пытался еще что-то сочинять сам, какие-то свои авторские дизайны. Но уже мозги были настолько забиты всем, то что я вот провяжу несколько, мне ничего не нравится, я в итоге все распускал. Уже даже забрался в свой заброшенный здесь пакет, в котором у меня валяются все остатки пряжи. Сейчас я покажу. То есть вот у меня здесь вот такой пакетище, и там миллион остатков пряжи. И я решил из этих остатков, думаю, ну может быть делать нечего, вяжи бабушкины квадраты, собирай их в пакет, и когда их наберется уже много, уже их соединишь и сделаешь себе какой-нибудь плед или еще что-нибудь. И уже вот тоже я себе здесь понавязал этих квадратов, каких только нет у меня цветов. То есть вот сейчас я буду показывать и такие, и такие.
То есть и все это дело соединять между собой потом. То есть миллион таких квадратиков я уже здесь понавязал. Вот. Ну и, наверное, буду эти остатки таким образом здесь все изводить. Буду вязать эти бабушкины квадраты и буду также обратно в этот пакет и складывать. А может быть, потом когда-нибудь наберется такое количество, чтобы можно было закрыть все это дело в плед. Ну и в итоге думаю, ладно, давай-ка ты, милый мой, отдохни, ничего ты не выдумывай, давай возвращайся в YouTube. Пока отдохни, вяжи мастер-классы на YouTube. И вот в итоге сейчас вяжу я вот эту салфетку, то есть она растянется, будет хорошо все смотреться. Думаю, что на этой неделе я все-таки его уже завершу и выложу. Ну вот, в принципе, наверное, это и все. Сейчас я вернусь к вязанию этой своей салфетки. Уже сегодня-завтра я ее довяжу, заблокирую и на днях также выложу уже готовый мастер-класс сюда, здесь, к себе на канал в YouTube. А с вами был я, Эд. До скорого.